Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем строить дом на дереве для симпатичной ведьмочки или ведьмака. На эту постройку меня вдохновило, собственно говоря, дерево, которое я первой установила. Когда я его увидела, в какой-то предыдущей постройке я пробовала его на участок просто поместить, но мне показалось идеальным для такого домика на дереве. Но вначале мне казалось, что это будет какое-то такое феечное помещение, такое все лилово-зеленое, воздушное. Но по мере того, как я продолжала строить этот дом, я поняла, что, в общем, будет ведьмино логово с котлом, с красивыми такими стенами каменными. Когда вы строите дом на дереве, совет. Когда вы установили уже дерево, примерили его, обрисовали вашим домом, убирайте дерево, потому что оно не даст вам нормально строить. И еще один момент, что когда вы поднесли, вознесли свой домик на дереве, не удаляйте вначале нижние этажи, как это сделала я, потому что, в общем, камеру колбасила потом всю стройку. Вы увидите, я туда-сюда постоянно скачу, потому что, проваливалась камера, ей постоянно хотелось на первый этаж. Если бы были стены, то такого бы не происходило. Я поняла это уже слишком поздно, поэтому у меня были такие легкие проблемы. Поэтому я тоже со временем только догадалась, что можно убрать дерево, которое абсолютно все заслоняет, мешает и вообще с ним невозможно работать. Отодвинула в сторону, и тогда жизнь наладилась, конечно. Но это когда я уже сделала подходящую дырку в доме. То есть я хотела именно сделать дом вокруг этого дерева красивейшего, которое мне очень нравится. И я внутри, получается, сделала не только дырку, но и сделала еще панорамные окна, чтобы можно было смотреть, чтобы все было видно, где ты, что ты находишься. Самого по себе крепления, конечно, не сделала, мне кажется, это сложновато было бы, да и бессмысленно. И так я в целом постаралась утопить домик в зелени, немножко смешать его с местностью, насколько это возможно, конечно, чтобы он не так сильно выделялся и чтобы он подходил этому дереву. Еще мне очень нравятся вот эти стеклянные крыши, которые пришли к нам с обновлением, мне кажется, они фантастические. Я до этого все никак не могла нигде использовать вот эту кружевную такую, как мне кажется, кружевную крышу стеклянную, а тут она прям вписалась, и мне безумно нравится, мне кажется, я теперь буду часто это использовать, этот момент. Я наконец-то приступаю к обустройству красивейшего домика. Я решила его не расширять, а оставить его таким вот крохотным, таким по кругу, в общем, обстановочкой. Я постаралась не так много перегородок сделать, чтобы не мешать сильно. И в основном большой простор только вот здесь, на этом огромнейшем балконе. Кстати, я изначально не планировала делать никакую лестницу, потому что я предполагала, что это будет ведьмин дом, и она будет залетать туда. Поэтому это мое упущение, что я не забыла. Это было так задумано, что нет никакой лестницы. Балкончик я постаралась наполнить такими самыми обычными вещами. Потом в конце я вспомню, что у меня должна быть ведьма, и я туда поставлю котел. Пока стандартный набор. Спальня у меня самая обычная, с двухспальной кроватью. Я, кстати, очень люблю из студенческой жизни. Это кроватка. Она такая с атласом отделанная, необычная такая вообще кровать. Я постаралась не делать эти перегородки бесконечные, поэтому у меня спальня переходит в кухню, а кухня переходит в такую гостиную-прихожую зону. Все, в общем, вместе. И учитывая то, что это рассчитано на одного персонажа, думаю, проблем не будет. Но ванная, конечно же, отдельно. Это было бы уже совсем кощунственно делать ванную вместе. Кухонька такая очень небольшая, все самое необходимое. Я сделала даже маленький столик для того, чтобы можно было здесь посидеть, поесть, но если Сим захочет, он может и выйти поесть, там тоже есть столик, стульчик и все, что нужно. Но с этой кухней, конечно, я немножко поморочилась, потому что сложновато было как-то разместить вот в этом на диагональной стене, но вроде бы я справилась.
Потом я приступила как раз-таки к этому участку, который выходит видом на красивый город. Я, кстати, строила в городе для волшебников, который пришел к нам с миром магии. Мне показалось, что будет очень приятно сидеть в теплом доме, если там, например, дождь, но при этом смотреть на этот вид, который шикарный, конечно, потому что мне очень нравится этот город, который пришел с миром магии. Он, конечно, крошечный получается, то есть жилая часть достаточно маленькая, там мало участков, но сделан он очень, конечно, красиво, с речкой, со всей природой, с окружающими домами, все, в общем, это очень даже симпатично. И в продолжении я сделала типа коридорно-гостино-прихожую. Какой-то большой этот диван я не смогла вместить, я поставила 2 креслица, но опять-таки рассчитывая то, что здесь будет один персонаж жить, я думаю, что как-то оно все сложится. Плюс я не ставила никакого телевизора, никакой техники, потому что, я посчитала, что как-то ведьма, в общем, у нас будет жить в средневековье без каких-либо благ современного мира, и, думаю, она найдет чем заняться. Также я украсила стены вот этими перышками шикарными. Я очень долго вообще не понимала, что это за перышки, потом, когда первый раз попробовала, и они превратились в вот такие вот картинки, я, конечно, была в восторге, и мне кажется, как раз в этом интерьере это идеально и то, что нужно. И немножечко гостиную зону я украсила, то есть там шкафчик, какие-то тумбочки, пуфичек, то есть минимально, но то, что необходимо для жизни, все-таки есть, кроме телевизора, но телевизор не самое-самое необходимое. Ванная небольшая получилась, но там есть все, что необходимо. Единственное, что там души нету, но ванная есть, и она как раз-таки прислонена к окну, которое выходит внутрь нашего дерева. И я бы, наверное, не смогла так жить. Мне было бы страшно каждый раз сюда смотреть, то что высоко и страшненько. Но в целом, конечно, симпатично получилось, как мне кажется. И в конце я добавила везде свет, потому что я забываю на самом деле это часто делать. И вот я увидела у некоторых стримеров, они делают ночь и тогда только расставляют свет. Это очень, очень классный момент. Я сделала еще, кстати, дорожечку, типа наметила, что технически вроде как можно подняться, но на самом деле нет. Но почтовый ящик я, кстати, хотела сначала поднять наверх, но потом решила пожалеть почтальона и оставила его внизу. На этом все. Я достроила. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих построек. Пока-пока.